Если Konami уже давно застопорились в своем развитии, то в лишний раз подтвердил релиз eFootball 2022, то патчмейкеры в свою очередь продолжают совершенствоваться. Они улучшают свои патчи, улучшают их качество, количество всякого контента и тому подобное. И под словом совершенствуются я имею в виду не только количество и качество контента, но и производство самих патчей. Ведь мы уже близки к тому, чтобы банально копировать базу одной игры и банально добавлять ее в другую, особо не тратя на это время. И сегодняшний патч, который мы рассмотрим в рамках этого небольшого ролика, тому подтверждение. Можно сказать, что из PES делают FIFA, поскольку из ее базы данных некоторые патчмейкеры берут данные и банально добавляют их в PES. Но обо всем по порядку. Я рад вас приветствовать на канале Realistic PES, и перед тем как мы начнем, напоминаю о нашей привычной процедуре в виде лайка под этим роликом, чтобы естественно его поддержать, ну и в комментариях делитесь своим мнением по увиденному и услышанному. А если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Когда я сказал, что из PES делают FIFA, я на самом деле не особо-то и слукавил, потому что так оно и есть. Один патчмейкер додумался, как перенести составы, команды, минифейсы и прочую графику из базы данных FIFA в PES. И вот так вот где-то за 10-15 минут обновлять базу данных 21 части Pro Evolution Soccer. И в целом данный патч несет название PES 2022 FIFA Project. Однако, как уточняет сам автор, в его патче используется контент не только из базы данных FIFA 22, но а также Football Manager и PES Mobile. Что на самом деле неудивительно, учитывая, что некоторые лиги, которые присутствуют в PES наподобие RPL, нет банально в FIFA, а поэтому и обновлять банально нечего в таком случае. И что же из себя представляет данный патч? А в принципе все то же самое, что и остальные патчи. Он обновляет игру на манер сезона 21-22 и в частности обновляет все актуальные лиги благодаря базе данных FIFA 22, из которой взяты абсолютно все, вплоть от трансферов и заканчивая расстановками и тактиками команд. Обновлены изображения менеджеров и игроков. Для игроков минифейсы взяты из FIFA 22. Для менеджеров же использованы фейспаки, которые используются в Football Manager. Поэтому качество фотографий очень даже годное. Комплекты команд по большей части обновлены, однако не у всех. В силу того, что, я повторюсь, не все лиги присутствуют в FIFA, а поэтому у кого-то могут либо отсутствовать комплекты, либо банально присутствовать баги. Также данный патч помимо базы данных обновляет графику в виде тех же самых 3D фейсов для футболистов. Естественно, изменяется и сам вид игры, и теперь это буквально-таки FIFA 22, только под оберткой 21 части Pro Evolution Soccer. Ну то есть буквально из PES сделают FIFA, опять-таки повторюсь. И самый главный плюс этого патча заключается не столько для игроков, сколько для потенциальных патчмейкеров, поскольку, как я упоминал ранее, подобный метод работы позволит патчмейкерам намного быстрее обновлять базу данных игры. Если сейчас это по большей части делается все вручную, через различные редакторы, то теперь патчмейкеры смогут обновлять составы чуть ли не еженедельно, основываясь на составах FIFA 22, которые достаточно частенько обновляются. Также это позволит сделать тактику команд более-менее реалистичной, но и она будет соответствовать той, что присутствует в FIFA 22, которая обновляется так же, как составы клубов. Но очевидно, что данный патч находится только на ранней стадии развития, а поэтому если вы захотите скачать его и полноценно поиграть, это в принципе можно сделать, но только на свой страх и риск. Как сообщает автор, этот патч работает с карьерой, однако не факт, что карьера продлится долго, возможно она вылетит, а возможно и нет. Этого разработчик патча не проверял, а поэтому с уверенностью сказать не может. Если же вас заинтересует данный патч, то установка в принципе расписана, ну и давайте я ее вкратце объясню. Все, что от вас требуется, это переместить вашу папку VPS в ваши документы, перекинуть файл edit в папку save, скопировать папку kit-сервер в корневую папку с игрой, где также присутствует папка kit-сервер. После этого добавить в файл cider.ini следующую строчку. Ну и добавить папку PES 2022 в папку LiveCPK. И в принципе на этом установка завершена. Буду с вами честен, я на самом деле ненавижу графические патчи, которые обновляют графику PES 2021 или даже банально 13 или 17 части на манер FIFA 21, 22 или даже UFL, такие тоже есть.
Однако это нечто больше, поскольку за всей этой графикой скрывается реально неплохое будущее для патчмейкеров, и в частности работы с базой данных игры, которая на самом деле та еще муторная. Уж поверьте мне. Поэтому следим за этим проектом с интересом и будем надеяться, что уже вскоре он поможет патчмейкерам намного проще работать с базой данных игры. Ну а если вас заинтересовал этот патч, то ссылка на него будет внизу в описании. Ну а про установку я уже рассказал. И в принципе на сегодня у меня все. Ну и перед тем как попрощаться с вами, напоминаю, чтобы вы не забыли поставить лайк и в комментариях поделиться своим мнением по поводу увиденного. Не забывайте подписываться, если вы находитесь здесь впервые, поскольку именно ваша активность это источник прогресса для данного канала. Всем спасибо за просмотр, услышимся уже очень скоро. Всем пока, дорогие друзья.